Да, ребят, доброе утро. Мы с вами находимся в Ярославле. Вот, это остров Даманский. Здесь есть такой интересный мост, который можно поснимать. Кстати, снимать мы будем сегодня вот на эту пару. Извините за мой голос, немного простыл, такой он у меня сипловатый. Вот, поэтому я не в студии, поэтому на улице продолжаю морозиться. Итак, у нас Canon EOS R6 Mark II и вот такой вот интересный блинчик 28 мм с диафрагмой 2.8. Это Canon RF. Вот, это объективчик к байонету RF. И посмотрите, в отличие от предыдущего раза, когда у нас была огромная тяжелая Sigma на 1,5 килограмма 70-200 мм 2.8, Sigma 70-200 мм с диафрагмой 2.8. Какой компактный вот этот вот набор. Вот это все легко, и с этим ходить по городу одно только удовольствие. Смотрите, как замечательно вписывается в 28 миллиметров. Сегодня тучки, друзья, и это очень даже неплохо. Потому что фактически, когда у вас не светит солнце, вы, когда снимаете архитектуру, вы тогда теряете, конечно, вот эти острые тени, теряете контрастность. Но когда вы снимаете в пасмурную погоду, вы получаете сразу такой готовый HDR, плоскую серую картинку, которую вы потом уже можете в редакторе вытянуть так, что мама не горюй. Можно тонировать как угодно. Будет очень красиво и интересно. Давайте вот с этого ракурса еще смотрите, какая прелесть. Даже слегка дождик подкрапывает. Хочу отойти немного назад и сфотографировать мост. Вот туда, если фотографировать, то там не очень интересно. Там начинается уже парк, качели-карусели. А вот в ту сторону вид более интересный. Вот, 70-200 теперь не хватает. А было бы неплохо. Так, Чайка, ты нас не боишься? Не бойся. Ох, спасибо, молодец. Попозировала и улетела. Так, и смотрим, какой здесь классный ракурс, шикарный. Так, что у меня по настроечкам получается? ISO на автомате, диафрагма 5,6, выдержка 1000. Выдержку давайте сделаем поменьше, поставлю на 500. Так, ну и куда же без нижних ракурсов? Давайте сделаем с вами вот такое дело. И такое. Мы с вами прогуляемся, наверное, дойдем до стрелки. Вот, заодно вам покажу. Мостик вы уже видели. Видели, какие здесь интересные ракурсы. И что здесь можно поснимать. Поэтому, когда будете в Ярославле, welcome, как говорится, приходите на это место. Здесь можно получить замечательные снимки. Но если вы придете сюда в часы пик, а у нас сейчас 06:36, придете сюда днем, если будет еще тепло, то, соответственно, здесь будет очень много народу. И просто вот так поснимать будет достаточно тяжело, чтобы мост без людей. Так, вот у нас тут замочки. Ну-ка, давайте мы что-нибудь придумаем сейчас. Так, сфокусировались. Вот так, опускаемся, опускаемся. Ой, шикардос. Так, на улице начинает дождик подкрапывать. Я надеюсь, я свою простуду здесь не усугублю. Вон там рыбачки. Вот там небольшой портик сзади. Причал. Ну, давайте сделаем такой вот пейзажик. Должно получиться неплохо.
Диафрагма 5,6, друзья. Часто пользуюсь. Это некое такое универсальное значение. Вот. И поэтому, чтобы туда-сюда не крутить, ну, за исключением, конечно, снимков, где вам нужно сильно размыть фон, получить такое размытое боке, тогда мы, конечно, крутим диафрагму 2,8. А так просто для прогулки в городе, если хотите просто выбежать, пощелкать, вот поставили диафрагму 5,6 и можете с этой диафрагмой прогуляться. Это среднее универсальное значение, которое подойдет для большинства кадров. Ну и блинчик, конечно, прекрасен. Просто все в одной руке, все легко. Фига, кто-то здесь замок присобачил, да? Ну, по-серьезному ребята зашли. По-серьезному. Вот такое вот дерево. Да, утром у каждого свое занятие. Кто-то бегает, кто-то выгуливает собачку, кто-то выгуливает Canon EOS R6 и блинчик 28 мм RF. Кстати, очень интересное значение 28. Мне очень нравится вот такое фокусное расстояние. И получается, что 28 мм это такой некий недоширик. Вот, но при этом картинка, которая получается на кадрах, она у вас выглядит достаточно естественно. То есть пропорции сохраняются, бочкообразность вы практически не получаете. Да что там практически, вы не получаете бочкообразность. Вот, и формат снимка, он получается такой достаточно привычный глазу, обычный. Поэтому воспринимается вполне нормально. Так, давайте что-нибудь еще свояем. Ну, например, вот так вот. Многие пишут, друзья, почему я снимаю очень много вертикально. Ну, по разным причинам. Во-первых, мне нравится вертикальное расположение кадра. Построить композицию в вертикальном кадре гораздо сложнее, чем в горизонтальном. Вот попробуйте сами, вы этому убедитесь. Поэтому вы, и когда снимаете вертикально, вы таким образом, ну, увеличиваете свой скилл, свой навык, свой опыт. Вот. И лучше начинаете понимать композицию, ракурсы и так далее, все, что с этим связано. А люди все больше и больше пользуются телефонами. По статистике уже, если не ошибаюсь, по-моему, 65 или 70% пользователей, они используют мобильные телефоны. Там картинка вертикальная, и тенденция к изображениям, к видео идет именно на вертикалку. То есть это нам нужно для того, чтобы привлечь зрителей. Так. Посмотрим, что получится из этого. Еще, ребят, видите, какой поводок? Тоже рекомендую использовать. Если вы случайно оброните камеру, она у вас останется висеть на этом поводке. Выглядит стильно. Такой вот браслетик. Так. Вот наши вертикалочки. Ай-яй-яй-яй-яй, кто-то бутылочку пива оставил. Ну-ка, давайте сделаем 2,8. Ну и вот, собственно говоря, мы движемся по направлению к Стрелке. Стрелка — это такой остров, где Которосль впадает в Волгу. Вот, и это самое туристически центровое место города. Там очень красиво, поющие фонтаны,
Сейчас холодно, возможно, их даже не запустили, но если бы запустили, то сейчас не то время, еще слишком рано для работы фонтанов. Если не ошибаюсь, их запускают часиков там что-то типа в 10, что ли. Ой, какое здание интересное. Каркелюрное такое все. Так, ну-ка сейчас мы попробуем из этого своять что-нибудь. Ну, такое, конечно, снимаем только горизонтально. Доброе утро. Вот он, величественный, прекрасный. Беседка. Ну как же без ярославской беседки? Чуть-чуть присели. Так. И вот отсюда мы с вами можем наблюдать уже стрелку. Такой вот здесь красивый изгиб. И тоже получается достаточно интересные кадры. Так. Замочки. Снимем беседку отдельно вот так. И самое центральное место это вот здесь вот. Вот отсюда вот такой интересный вид. Ну что ж, должно получиться неплохо. Ух ты, какие тележки прикольные. Я не видел раньше такого. И вот они, эти тележечки, на которых можно покататься, взяв прокат. Но сейчас все еще не работает. Ох, отлично. Отлично. Вот здесь вот снизу, вот туда наверх, кадры не очень интересные, сразу говорю. Поэтому, если будете здесь, то посетите обязательно фонтаны. Возле них можно фотографировать, можно использовать воду и струю фонтанов как некий фрейм, помещая людей в рамку между струями фонтана и так далее. Ну, вообще место интересное. Красивые фонтанчики. И вот отсюда уже можно компоновать фонтан, помещая храм в кадр. И вот будет достаточно интересно. Вон там, вы видите, находится у нас мостик на остров Даманский, по которому мы шли. Так, ну что, давайте мы быстренько дойдем до Стеллы, вон до той, сфотографируем ее. Так, друзья, подошли мы с вами к Стелле. Я чуть подольше, вы чуть быстрее, благодаря чуду монтажа. Когда есть кустики, всегда предлагаю использовать вот такой вот инструмент. И снимаем. Здорово. Так, режим съемки, фотосъемки. А какие фактурные у нас облачка, а? Ну что, друзья, на этом наша фотопрогулка закончилась. Вот, поэтому
подписки, лайки, комментарии приветствуются. Ну, а с вами, как всегда, был Серджио, друзья. Всем творческих высот, добра и мира. И до скорой встречи в следующем видео. Всем пока-пока.